Ремонт стиральных машин и другой бытовой техники делается 3 этапами. Первый этап это начинается с того, что упрашивается клиента, что бытовая техника не делает, со слов клиента. Осматривается бытовая техника полностью на механические повреждения. Если техника не закорочена, она подключается и проверяется. Далее техника включается и проверяется, как у нее работает индикация, крутится, не крутится барабан. То есть техника вводится в диагностический режим. В принципе, вся техника, она имеет такие свойства. Далее мы делаем диагностику, прозваниваем все узлы, смотрим люфты и выявляем неисправность стиральной машинки или другой бытовой техники. И объявляем это клиенту, что у него сломалось. Этап номер 2. Во втором этапе мы ремонтируем, восстанавливаем, меняем узлы. Нужно понимать, что если, например, мы ремонтируем электронный модуль, то нам не только его, скажем, нужно отремонтировать, найти причину. Скажем так, очень часто бывает, что электроника горит сама по себе очень редко. То есть нужно найти причину, например. Дотекает вода на колодку, выходит из строя электронный модуль. Если мы отремонтируем электронный модуль, не устраним причину, то через какое-то время у нас будет рекламация. И третьим этапом у нас будет заключительная проверка. Именно. То есть мы включаем и проверяем. Не забывайте, что нужно проверять, если меняли какие-то узлы, там, двигатели или делали ремонт, обязательно с нагрузкой, именно как это все проверить. Нагружайте стиральную машинку, чтобы она именно работала с чем-то, не просто впустую, в холостую, а именно с чем-то. Все работает. Вот она встала. Вот она у нас ошибочка такая. Вот так вот она моргает. В целом все чистенько. Паечка хорошая. Вот. Он еще, смотрю, стабилизатор здесь поменял. Ну, говорит, здесь есть одна такая проблемка небольшая. Вот в этом субмодуле. И ее нужно обязательно убирать.